Сегодня понедельник, и я хочу, чтобы эту новую рабочую неделю вы начали с истории о моем друге. Простом, некогда автомеханике, который захотел изменить свою жизнь. Захотел, сменил профессию и стал DevOps-инженером. Кто не в курсе, это весьма непростая техническая специальность, но та, с которой когда-то простой автомеханик смог справиться. И сегодня он живет той жизнью, о которой многие из нас могут только мечтать. И прежде чем я перейду к его истории, напишите в комментариях, как вы думаете, а что способствовало его успеху? Удача, везение, связи или, может быть, что-то еще? История Ивана, так зовут моего друга, она напоминает классический голливудский фильм. Герой приезжает из небольшого городка в крупный мегаполис, где сталкивается с огромным количеством проблем. Так было и в истории Ивана. Он деревенский простой парень, приехал в Саратов, закончил наш политех, кафедру автомеха, и по специальности единственное, куда он мог устроиться, это был сервис, автомобильный сервис, где он получал зарплату в 15-17 тысяч. Иван не стеснялся в выборе профессии, ему было без разницы, кем работать, главное, чтобы можно было зарабатывать. Но в нашем все еще небольшом городе, без каких-либо знакомств и связей устроиться на хорошо оплачиваемую работу было крайне сложно. Тогда Иван обратил свое внимание на сферу IT и понял, что это будущее, и в это будущее нам нужно обязательно попасть. А для этого нужно освоить новую профессию. Иван еще ничего не знал из этого сектора, не понимал, кто, какие специалисты там есть, но уже начал потихоньку интересоваться. И первый свой переход для того, чтобы появилось у него чуть больше времени для обучения, он устроился в Яндекс.Такси в службу поддержки. Там он уже зарабатывал порядка 30 тысяч рублей, что было в 2 раза практически больше от того, что он получал в сервисе. И помимо этого, по вечерам он смог начать обучаться по тем специальностям, по тем направлениям, которые ему уже казались интересными из сферы IT. К сожалению, устроиться куда-то на роль аналитика или разработчика без должного опыта не представлялось возможным. Но на тот момент в нашей стране еще было достаточно много иностранных компаний, которые предлагали стажировку с обучением и последующим трудоустройством на конкурсной основе. И одна из таких компаний на тот момент запустила такую программу, которая длилась полгода. И в рамках этой программы нужно было ежедневно тратить порядка 7-8 часов на обучение. Это было очень непростое обучение в плане сложности материала. И я помню, как Иван, отрабатывая по 8, 9, 10 часов в поддержке, оставался после работы дома для того, чтобы штудировать, изучать этот материал. И поскольку это длилось на протяжении целого полугода, то есть 6 месяцев без должного сна, без должного отдыха, Иван был похож реально на выжатый лимон. И вы знаете, какое было разочарование, когда ты, потратив столько сил и времени на то, чтобы получить желанный оффер, слышал отказ, потому что кто-то из других ребят смог сдать квалификационный экзамен с большим баллов, чем у тебя. Была очень большая конкуренция, только из нашего круга знакомых в этой стажировке принимало участие порядка 5 человек. И это было такое одно из первых испытаний, с которым Иван столкнулся, но оно было не единственным. Дальше истории повторялись. Через какое-то время Иван смог наработать определенные навыки в области аналитики, начал проситься на работе выполнять те задачи, которые связаны с новой профессией. Он еще оставался в предыдущей роли в поддержке, но уже просился в отделы коллегам для того, чтобы просто посмотреть, набраться опыта и практики. Через какое-то время на работу в «Контакт» они его перетянули, но опять-таки зарплата была небольшая, он как стажер работал, но уже начал получать первый опыт из области аналитики. Работая в новой роли, он начал дальше прокачивать свои скиллы, выровнялся с коллегами по квалификации в том отделе, где он работал, и после перешел к обучению на следующую ступень. И так, ступенькой за ступенькой, маленькими шажочками и с большим усилием, которое порой оборачивалось такими провалами и такими неудачами, таким расходом энергии, что Ивана в какой-то момент пришлось спасать специалистам,
Уж не буду вдаваться в подробности, потому что это личное, но было очень непросто. Было очень непросто. Это сказывалось в том числе на здоровье, но Иван понимал, что сдаваться вариантов нет. Если он сейчас с этим не справится, откат назад, и все будет так, как и было прежде. И вот он, несмотря на отсутствие сил и энергии, продолжал бежать. Не знаю, где он находил силы, но он где-то их все-таки извлекал. У него это получалось, мать его, блин. И в итоге он получил сначала первый оффер в компанию Альфа-Банк, и через какое-то время он получил оффер, причем предыдущий оффер был не на роль DevOps-инженера, он DevOps'ом вообще еще не работал, хотя очень хотел стать этим специалистом, он навыки получал все самостоятельно, с интернета искал, коллег находил, где-то какие-то материалы у них заимствовал для того, чтобы самостоятельно изучить. И через какое-то время один из других крупных банков нашей страны сделал ему оффер на роль DevOps-инженера, где он, собственно, уже как год работает в этой роли, прокачивает свои навыки, компетенции, уже достаточно крепкий специалист, несмотря на то, что в целом в профессии и в IT он не так уж и долго находится. У меня брат мой, DevOps-инженер, который всю жизнь в сфере IT работает. Он вот с детства был заточен под компьютеры и работал со всем тем, что связано вот в сфере IT. И он тоже занимает эту роль. Но он, повторюсь, с детства на это был ориентирован. А тут человек, будучи простым автомехаником, за считанные года, но опять-таки очень непростым путем добился желаемого результата. Я на днях рассказывал об этой истории своему другому знакомому, и он сказал, что ему повезло. Но я видел всю эту историю изнутри. И я знаю, какой ценой далось Ивану это, в кавычках, везение. И я решил, что в начале рабочей недели эта история будет весьма поучительная. Без труда, друзья, как известно, рыбку из пруда не выловишь, поэтому, друзья, трудитесь, и пусть все ваши цели обязательно будут достигнуты, а сложности и трудности будут вам по плечу. Всем удачи, действуем и никогда не сдавайтесь.